Здравствуйте, дорогие друзья! Дата рождения, когда вы родились, определяет одно из важнейших чисел в вашей карте рождения – число жизненного пути. Найти свое предназначение и следовать ему – самая большая награда, которую можно заслужить в жизни. Когда вы знаете свое предназначение по дате рождения, то все у вас получается в жизни. Многим из вас будет также интересно узнать не только о себе, но и об окружающих вас людях. Если вы будете смотреть видео до конца, то узнаете, как определить число жизненного пути, информацию о людях с числом жизненного пути 7 и как этим людям использовать наилучшим образом свои положительные качества, а слабые качества направить в позитивное русло. Друзья, подписываясь на мой канал, сразу же нажимайте на колокольчик. Я благодарю каждого из вас за то, что вы смотрите мои видео до конца и делитесь с другими. Для того, чтобы определить число жизненного пути, возьмите дату рождения человека и сумму составляющих ее цифр сверните к однозначному числу от 1 до 9. Например, дата рождения человека 19.08.1978 года. Число жизненного пути мы получаем путем сложения всех цифр, входящих в эту дату рождения, а именно 1 плюс 9 плюс 8 плюс 1 плюс 9 плюс 7 плюс 8 равно 43. 4 плюс 3 равно 7. Число жизненного пути человека, рожденного 19.08.1978 года, равно 7. Поставьте видео на паузу и рассчитайте ваше число жизненного пути. Вы также можете рассчитать числа жизненного пути интересующих вас людей. Внизу под видео есть пример расчета, а также ссылка на плейлист «Число жизненного пути», в котором представлены видео с числами жизненного пути от 1 до 9. Можете посмотреть и других людей, которые вас интересуют. Хочется отметить, что не у всех людей с одним и тем же числом жизненного пути будет абсолютное совпадение всех способностей и возможностей. Тем не менее, у них будет наблюдаться очень много общего. Очень редко встречаются люди, чьи возможности и способности вообще не соответствуют тому, на который указывает их числа жизненного пути. Так бывает. Друзья, каждый из нас идет со своей скоростью по жизненному пути. Люди с числом жизненного пути 7 одинаково хорошо себя чувствуют в любой ситуации. И дома, и вне семьи их жизнь – это путешествие в непознанное. Они сдержаны и с пониманием относятся к любой жизненной проблеме. Их настроение часто меняется, но это не значит, что они не умеют управлять собой. Просто сейчас они далеки и холодны, а в следующую секунду внимательны, общительны и дружелюбны. Вы даже можете это не заметить переход, но это так. Эти люди любят размышлять и тратят на это немало времени. Их умозаключения строятся как на интуиции, так и на чистой логике. И никогда не поймешь, что первично у них, а что вторично. Не исключено, что они чаще других нуждаются в уединении. Это очень целеустремленные и искренние люди. Отстаивая истину, они могут даже не посчитаться с чувствами других людей. И некоторым это совершенно не нравится. Большинство из них привыкли мыслить крупными категориями, оставляя проработку конкретных вопросов кому-то другому. При этом они не всегда с должным вниманием следят за ее исполнением. В итоге, если у них дела идут не так, как они намечали, то они должны в большинстве случаев винить самих себя, а не окружающих. Эти люди готовы помогать посторонним в решении их проблем. Они мечтают о лучшем мире и желают всемирно способствовать его построению. Однако им не хватает гибкости ума и поступков для преодоления сложных ситуаций. Они различают вокруг себя только белое и черное и не видят всей остальной гаммы цветов, имеющих право на существование. Так все им в черно-белом варианте предоставляется. Это скромные и рассудительные люди.
У них разнообразные интересы, хорошее чувство юмора. С ними очень приятно проводить время. Больше всего они любят путешествовать. Ну, кто не любит путешествовать? А вот эти люди любят очень сильно путешествовать. Чтобы добиться материального успеха, они должны лучше использовать аналитические способности, а также свой дар предугадывать намерения других людей. И в этом им нужно помогать и создавать условия. И тогда все будет хорошо и у них, и тех, кто задействован с ними в общих деловых вопросах. Участвовать в судьбоносном проекте или использовать какой-либо иной блестящий шанс, чтобы резко изменить свою жизнь, не для них. Тем не менее, у них есть деловая хватка, которая проявляется в любой сфере. Дисциплинированные и добросовестное отношение к работе являются их отличительными способностями. Но им может навредить их независимость и склонность высказывать все, что они думают, прямо в лицо. Ну, кому это понравится? Эти люди не признают авторитетов и часто вступают в конфликт с начальством, от которого зависит их будущее. Многие женщины с числом жизненного пути могут остановить свой выбор на мужчине, который при всей своей нерешительности готов будет удовлетворять все их желания. Эти женщины иногда бывают чрезмерно заботливыми в супружестве. Они вмешиваются в отношения мужа с друзьями, коллегами и даже в решении деловых вопросов. А это, как вы понимаете, прямой путь к краху семейных отношений. Мужчина с числом жизненного пути 7 в браке нуждается в большой любви и в твердом руководстве со стороны обладающей сильным характером жены. Поддерживать гармоничные отношения с людьми с вибрацией числа 7 – дело нелегкое, особенно если сошлись люди с противоположными характерами. Люди с вибрацией числа 7, находящиеся в браке, то есть между собой, взаимно дополняют друг друга, и у них есть все шансы быть счастливыми. Между мужчинами и женщинами с числом жизненного пути 7 и их детьми часто устанавливаются очень прочные отношения при полной взаимности. Родители не предъявляют излишних требований к детям и не злоупотребляют их доверием. Вместе с тем, к родительским обязанностям они относятся очень серьезно и готовы пойти практически на любые жертвы ради благополучия семьи и счастья своих детей. Хотя семерка, я имею в виду число 7, и магическое число, это не значит, что оно обязательно несет с собой счастье. Гарантии того, что люди с числом жизненного пути 7 сумеют избежать финансовых проблем, нет. Дело в том, что многим из них приходит в голову соблазниться на операции, сулящие резкое улучшение финансового положения. Им не следует связываться с быстрыми схемами больших заработков, и тогда все у них будет хорошо. В качестве отдыха они любят выезжать на природу. Их привлекает и спорт. Он является для них идеальным местом бегства от жизненных проблем. В целом, эти люди весьма рассудительны. В жизни они редко совершают серьезные ошибки. Правда, иногда оказываются уязвимыми в любовных делах и не всегда получают от жизни то удовольствие, на которое они заслуживают. Они всегда стараются делать то, что считают необходимым и достойным. К счастью, в их характере нет изъянов, которые бы отрицательно сказались на их духовном и материальном состоянии. У этих людей больше шансов на стабильную, полную достижение и удовлетворение жизнь, чем у представителей других чисел жизненного пути. Хочу отметить, что на каждого из нас очень сильное влияние, кроме числа жизненного пути, оказывает также и число души. Например, если вы родились 7, 16 или 25 числа любого месяца, то ваше число души 7. Информацию о числах души можно получить из видео, которое находится в плейлисте «Число души», ссылка на который сейчас появится в правом верхнем углу, а также есть в заставках и в описании под этим видео. Друзья, подписавшись на канал и нажав на колокольчик, вы не пропустите мои новые видео и прямые эфиры. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь с друзьями.
Может быть, им тоже будет это интересно, и может быть, для некоторых это окажется очень важным. Ваша оценка для меня очень важна и своевременна всегда. Учитесь жить в гармонии со своей датой рождения, и пусть нумерология станет вашей путеводной звездой. До новых встреч!